Приветствую вас на канале Техревизор. Представляю рейтинг лучших подставок для охлаждения ноутбуков 2024 года. Подставка для ноутбука по своей конструкции – вещь простая, недорого стоящая. Поэтому взяться и сделать такой девайс может любой бренд без особых заморочек. Другое дело, что нужно правильно сложить правильные компоненты, чтобы подставка получилась еще и удобной, полезной, приносящей комфорт в использовании как владельцу, так и его ноутбуку. А среди такого количества разных вариантов не так уж и понятно, какая подставка может максимум стоять для красоты, а какая реально хотя бы чуть-чуть температуру сбросить с ноутбука и будет комфортной по эргономике. Вот и я отобрал 5 проверенных вариантов. Все они не то чтобы чем-то критичным друг от друга отличаются, но все равно, если какая-то конкретно вам приглянется, ее цену можно посмотреть по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Сейчас подробнее расскажу об участниках рейтинга, но перед этим попрошу поставить лайк и подписаться на канал. Начинаем рейтинг с Crown Micro CMLS 403. Самая крупная по размерам подставка 415 мм в ширину и 295 в глубину. На нее производитель советует ставить ноут диагональю не более 17 дюймов. В этом плане все равно крупные игровые ноутбуки с такой диагональю вмещаются без проблем, никакие бока не свисают. Поэтому ноуты с меньшими габаритами еще можно поставить, но с большими точно не надо. Условно, если говорить о ноутах на 19 дюймов. Ситуация редкая, но все же уточню, что не стоит. По наклону подставка регулируется в 3 положениях вплоть до 30 градусов. Кто-то сомневается, что большой тяжелый ноутбук может соскользнуть под максимальным углом. Но за это можно не париться, так как тут есть стопорная плашка, в которую ноут упирается передней частью. По самому охлаждению вот такая ситуация. Crown Micro посчитали нужным засунуть в подставку как можно больше вентиляторов, поэтому за сеткой прячутся 6 небольших винтов диаметром 70 мм. По поводу их работы вопросов нет. Конечно, они шумят немного в зависимости от количества оборотов, но не скажу, что от подставки исходит гул, который мешает работать или отвлекает от игры. При этом гудит не просто лишь было бы, а с пользой. Подставка действительно может слегка охладить ноутбук, сбросить то небольшое количество градусов, пускай даже 5, и облегчить вашему ноуту жизнь. При этом вы самостоятельно можете регулировать обороты винтов. Есть крутилка на задней панели. Кстати, там же есть и пара USB-A портов. Вдруг еще что-то захотите запитать. Хотя с точки зрения эргономики, наверное, удобнее, когда регулятор и разъемы сбоку, но это уже такое. На 4-м месте вот такая подставка Digma DNCP-174. Эта подставка тоже вмещает на себя ноутбуки диагональю до 17 дюймов. Но если смотреть на размеры, видно, что ее укоротили на пару сантиметров в длину и ширину. Поэтому не факт, что подойдет для какого-нибудь здорового игрового монстра. Может, что-то попроще, с меньшей диагональю, либо 17-дюймовым околоофисным ноутом станет сюда лучше. Поэтому перед покупкой не поленитесь и посмотрите размеры вашего аппарата. Охлаждение реализовали 4 вентиляторами. Парочка поменьше, диаметром 70 мм, и парочка побольше на 125 мм. На шум во время работы это никак не повлияло. Даже на максимальных оборотах. Конкретно цифры в децибелах приводить не буду. Все-таки подставка по ушам не ездит, и работать или играть не мешает в комнате с открытым окном или с работающим телевизором через стенку. Слышны будут разве что звуки вентиляторов вашего ноутбука. Ну и тут же Digma выручит и даст ноуту расслабиться, сбавить обороты, так как немного сбросит температуру нагрева. Точных цифр нет. Буквально от 2-3 градусов и вплоть до 15. Все очень субъективно. Эффективность подставки зависит от видеокарты, процессора, системы охлаждения в самом ноутбуке. Ну и от того, насколько у вас там все забито пылью, грязью, как давно менялась термопаста и менялась ли вообще. Ну и давайте наконец затронем этот экранчик. Думаю, всем понятно, для чего служит. Вот так здесь реализовали регулировку оборотов передней части. Достаточно удобно, чтобы никуда не тянуться. Тут же и 2 USB. В общем, по эргономике подставка хороша, тем более, что по высоте регулируется в 4 положениях. 3-е место топа заняла Zalman ZM-NS1000. И вот эта подставка уже создана для ноутбуков поменьше, максимум на 16 дюймов. У нее не самые типичные пропорции, в ширину 352 мм, в глубину 315. Прям видно, что чуть ли не квадратная. Это больше актуально для ноутбуков с экраном 4:3. Но и типичные ноуты с диагональю 15,6 и соотношением 16,9 тоже обделенными не кажутся. Просто у них появляется чуть больше свободного места, так как на подставке есть фишки, в которые ноутбук упирается и не падает. Можно вообще не переживать по этому поводу. Они здесь, кстати, вообще не лишние. Подставка по углу наклона регулируется в 5 положениях. На 7,5 градусов, 20, 30, 40 и даже 50 градусов.
Последним уж вряд ли за столом кто пользуется. Скорее где-нибудь в кровати или на диване в интересной позе. Но и такая возможность есть. Поэтому при крутом склоне ноутбуку нужно очень хорошо держаться, чтобы просто не скатываться. Охлаждение реализовали здесь одним вентилятором. Таким здоровым, уверенным в себе винтом на 180 мм. И работает он очень тихо. Даже на высоких оборотах можно просто забыть, что ноутбук стоит на подставке, охлаждая компоненты. Это можно было бы объяснить тем, что вентилятор один, еще и такой большой. Якобы ему нужно меньше оборотов, чтобы нагнать такой же воздушный поток, как и нескольким маленьким винтикам. Но главную роль в этом играют и другие мелочи, например, форма лопастей или качество подшипника. Zalman экономить на этом не стали, поэтому получилась очень тихая и эффективно охлаждающая подставка. Единственный нюанс – нет регулировки оборотов, можно только включить и выключить кнопкой. Deepcool Multicore X6 занимает второе место. Это самая дорогая подставка в рейтинге. Все-таки тут и бренд авторитетный, поэтому не обходится без небольшой переплаты. В первую очередь Deepcool цепляет своим внешним видом. Что-то есть в его квадрокоптерном дизайне. Придумали его не просто для красоты, тут еще и функциональности попытались докинуть. Как видите, тут 4 вентилятора в каждом отсеке. При этом сделали так, что верхняя пара винтов работает независимо от нижней. То есть вы можете переключателем вырубить какие-нибудь 2 вентилятора при необходимости. Может, у вас для охлаждения ноутбука они и не нужны вовсе. А может, просто хочется тишины. Все-таки пара сотых и пара 140-х прилично так шумят, особенно на максимальных оборотах. Эти режимы выставляются ползунком по левой стороне. Но к эффективности винтов вопросов нет, со своей задачей справляются, слегка сбрасывают температуру с видюхи и процессора. По габаритам на эту подставку по-хорошему больше 16-дюймового ноута лучше не ставить. Конечно, какой-нибудь компактный 17-дюймовый еще норм влезет, но крупный игровой вряд ли. По размерам Deepcool 380 мм в ширину, 295 в глубину. То есть чуть больше прошлого Zalman, но меньше Digma. Единственное, что еще не понравилось в этом плане, нет никакого упора для ноутбука. С другой стороны, подставка не поднимается до 50 градусов. Есть лишь 2 уровня наклона. С выдвинутыми ножками и без. Поэтому упор по сути и не нужен, так как даже у тяжелого ноутбука практически нет шансов скатиться благодаря своим резиновым ножкам. Ну а первое место рейтинга я решил отдать Bura BU LCP 156 B214H. Как по мне, это самая подходящая подставка под главный критерий цена-качество. Тут уж точно никакой переплаты за бренд. При этом она все так же качественно собрана и имеет все необходимое для того, чтобы приносить пользу, а не просто пылиться на полке. По размерам она подойдет только под ноуты диагональю до 15,6 дюйма, в ширину 355 мм, в глубину 250 мм, то есть еще меньше прошлой подставки Deepcool. Так что экспериментов с 17 дюймами точно не нужно. Но по регулировке тут возможностей больше, есть 4 уровня, поэтому эту подставку удобно адаптировать под разные задачи. Само собой не обошлось без USB-портов. Один для подключения подставки, второй для чего угодно, хоть мышки, хоть клавиатуры, хоть смартфона. Впрочем, это, я думаю, всем понятно. Для охлаждения стоят 2 вентилятора по 140 мм. Молотит хорошо, воздух подают, а сетка на верхней панели не препятствует продуву. Поэтому с циркуляцией проблем не будет. У некоторых пользователей получается скинуть температуру градусов так на 5-8. Но этот момент индивидуален, очень зависит от железа. Но все равно есть некоторый ориентир, что хотя бы символичные пару градусов сбить можно. При этом подставка работает достаточно тихо. Если ноут сильно нагревается, он свои винты активирует так, что заглушает винты подставки. Поэтому, если не доводить до адского пекла, можно просто включить умеренные обороты и наслаждаться более-менее тихой обстановкой. Тут, кстати, самый обычный регулятор. Без режимов, экранчиков. Все просто, понятно, эффективно, а главное, недорого. Поэтому подставка и занимает свое первое место. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.